Привет! Эта девочка, которая маячит на ваших экранах, это я. Меня зовут Настя. И я собираю свой чемодан, чтобы полететь в Америку в тренировочный лагерь. Поездка оказалась на самом деле не такой простой и пошла не так, как я планировала. Сейчас я уже нахожусь в аэропорту Франкфурта, Германии, откуда я не смогла улететь в Америку. Стоит рассказать главное, почему мы не смогли улететь в Америку из Франкфурта, хотя у нас были куплены билеты, у меня лично есть виза B1, B2, и у Миши была ESTA. В чем состоят ограничения? 31 марта 2020 года из-за пандемии Америка ограничила въезд на свою территорию. И все люди, которые въезжают в шенгенской зону, а это Европа, Китай и Бразилия, могут въехать в Америку, то есть Соединенные Штаты Америки, только со специальным разрешением и по определенным визам. В основном, насколько я поняла, это студенческие визы. И до этого в интернете, до нашей поездки, я очень внимательно читала всю информацию, и она настолько разная в интернете, что ничего не понятно. И мы просто недопоняли. В итоге есть два варианта, как попасть в Америку. Можно поехать за шенгенскую зону, к примеру, с Европы полететь в Турцию, в Египет или еще куда-то и провести там 14 дней. И после этого вылететь из этой страны, то есть не лететь, к примеру, со Стамбула во Франкфурт и оттуда лететь опять в Америку. Так не пройдет. Также, например, со Стамбула лететь в Америку. Тогда вас без проблем с вашей же визой, с вашим гражданством пустят. И второй вариант — это запросить у консула посольства США специальное разрешение, которое однозначно дают не всем. В нашей ситуации мы это сделали сразу 15 января. У нас попросили очень много разных документов, договоров. Мы все это отправили на рассмотрение. И к концу дня уже было понятно, что нам никакое разрешение в этот же день не дадут. Чтобы не ночевать на креслах в аэропорту, мы сняли гостиницу недалеко от аэропорта, и вы видите эти пустые улицы во время пандемии. Ой, сегодня был очень веселый, тяжелый день со всеми проблемами, визами, переживаниями. Все началось с самого утра, когда мы приехали в Рижский аэропорт, и мне сказали, что ты точно улетишь, у тебя виза. Угу. А вот насчет Михаила мы не уверены. Я начала переживать, что как я буду без Миши, и как я буду с ним расставаться. Я так привыкла быть с ним. И я реально начала больше ценить то, что мы находимся вместе. Еще я поняла, что я ценю комфорт. Эта поездка будет реально очень дорогая из-за того, что мы не попали в Америку, у нас билеты пропали. Я заплатила за еще один багаж, теперь еще и гостиница, потому что я не представляю, как я могла остаться. То есть у меня сейчас есть комната, мы заказали еду, то есть все в порядке, вода, теплый душ. Как мы могли остаться вообще в аэропорту, спать на каких-то непонятных креслах, мучиться одетыми, уже, блин, не знаю, в вонючих носках? Это просто отвратительно. Я просто, видимо, уже привыкла к комфорту. Надеюсь, что это хорошо. Даже не знаю, чего ожидать от завтрашнего дня, если честно. В итоге в Германии мы могли находиться только сутки, чтобы не соблюдать самоизоляцию. И мы решили полететь на Гран-Канарию, пока будем ждать специальное разрешение от консула. В это время можем нормально тренироваться и встретиться с нашими друзьями. Мы прилетели вчера на Гран-Канарию. И сегодня планировали вообще тренироваться, но наши друзья Никита с Юлей взяли нас на хайкинг. И мы только его начали, мы где-то час ехали до места. Я прошла буквально 200 метров, и я уже все сдохла, так сказать. Не знаю, обещают, что место будет очень красивое, но, конечно, уже здесь видно красоту. Идем до пляжа какого-то дикого. Мы
прошли уже 5 километров. Это было отвратительно, потому что я бы сказала, что мы были на грани смерти несколько раз. Камни падали, мы пошли не по той дороге. И упасть было очень легко. Но мы поднялись уже наверх, и сейчас идем по дороге вниз, чтобы дойти до пляжа. Уже чувствуется боль в ногах, боль в коленях, даже у меня. Казалось бы, профессиональной спортсменки. Вот, обратно я точно не собираюсь идти. Я не знаю, по моему лицу видно или нет, но никакой лодки не было. Походу, можно было на лодке только приехать туда, потусить на пляже и потом на этой же лодке ехать обратно. Это так не работало, что мы пришли ногами, и там такие: «Хей, мы хотим ехать обратно на лодке». И всю дорогу мы опять шли пешком, просто поднимались и спускались. Это, конечно же, не было настолько на грани смерти, как это было в подъем, потому что мы туда пошли не по неправильной дороге. Но все равно, и у нас закончилась вода. Мы набрали на пляже воды в бутылку, я ее попробовала, мне показалось, что она на вкус вроде бы нормальная, кажется, что она минеральная очень. И просто потом бутылку берем, и там столько грязи внизу. Я такая: завтра посмотрим, что с нами будет. Конечно же, я не забывала тренироваться, просто у меня не получилось ничего заснять, так что просто привет вам с 2 тренировок. Не знаю, что сказать, сегодня мне исполнилось 24, сегодня мой день рождения, и я как-то вообще не чувствую ничего, я больше чувствую какую-то грусть. Но когда мне было 15, мне казалось, что в 18 я буду уже старой, а тут мне уже 24. И мне многие... Я вообще не знаю, что я хочу в подарок. Мне многие спрашивают, что мне подарить. И вообще, и деньги мне тоже думаю, блин, это так тупо как-то, наверное, дарить деньги. Хотя это самое простое и, возможно, даже самое нужное. Но я, наверное, была бы рада, если бы просто мне сегодня ответило посольство США и написало: да, вот тебе exceptional, вот это вот paper, и лети в Америку, лети, тренируйся. Это, наверное, был бы самый лучший подарок для меня. Но там уже ничего не зависит. Возможно, они откроют мои документы, посмотрят, что у меня сегодня день рождения, и такие: ну ладно. Сам день рождения прошел очень спокойно. Помимо того, что у меня было 2 тренировки, мы решили сделать прогулку, посмотрели этот шикарный закат и с нашими друзьями посидели в очень милом, приятном ресторанчике, выпили шампанское, и все было очень мило, спокойно и максимально дружелюбно. Наше путешествие на Гранд-Канарии заканчивается уже завтра. Завтра мы вылетаем отсюда в Мадрид, потом летим в Стамбул и потом летим в Лос-Анджелес, потому что консул все-таки решился и дал нам разрешение, специальное разрешение. Поэтому я могла вообще забронировать билет и улететь с Гран-Канарии уже сегодня и завтра утром вылететь в Америку. Но я побоялась рисковать, если вдруг они не пришлют эту бумагу утром, а пришлют вечером, тогда мы опять застрянем во Франкфурте, опять надо будет покупать новые билеты. Поэтому сегодня с утра стоял большой вопрос, как лететь, какие билеты. И билеты на самом деле оказались очень дорогими, потому что, наверное, в последний момент огромные пересадки. У нас будет ночь в Стамбуле.
Но вообще, представляете, сегодня с утра мне снилось то, что консул сегодня нам даст разрешение. Я просыпаюсь, я беру телефон в руки, и 2 минуты назад мне Сандра с Федерации присылает сообщение от консула, что он принял позитивное решение по нашему вопросу. Я, конечно же, была очень рада, потому что вчера было все очень непонятно. Мы уже думали ехать в Египет. Я разговаривала с нашим тренером, с федерацией, и уже была настроена, что сегодня утром, если ничего не изменится, я куплю билеты и полечу в Египет. Было бы, конечно, обидно, если бы я эти билеты купила уже вчера, но мое предчувствие, возможно, мой день рождения, тем, что я была занята празднованием своего дня рождения, это меня спасло. Так что завтра целый день летим. 22-го вылетаем в Лос-Анджелес, и 22-го мы уже будем там к вечеру.